Всем привет! В этом видео я покажу вам ферму трейдов, которая вырабатывает до 800 тысяч дропов в час. Предупрежу, понадобится очень много золота. Сначала нужно найти место в биоме Crimson Forest. Затем вам понадобится собрать эти ресурсы. Далее нам нужно подняться на 117 высоту и выкопать комнату 8 на 5, высотой в 3 блока. Затем ломаем эти 5 блоков, ставим тут 4 строительных блока. Ставим бочку, в нее направляем воронку и ставим раздатчик, смотрящий вверх. Затем в раздатчик направляем воронку, ставим повторитель на бочку и компаратор, смотрящий в повторитель. Разворачиваемся и ставим поршень. Далее ставим тут редстоуновую пыль и липкий поршень. Направляем наблюдатель таким образом и ставим 4 строительных блока. Ставим редстоуновую пыль и строительный блок. Можете проверить загрузчик шалкеров. Положите сюда шалкер. Также поставьте сюда один, откройте его, положите в него любой итем и закройте. Шалкер должен сломаться и появиться тут. Затем разворачиваемся, ставим калитку и открываем ее. По бокам ставим подмостки и формируем стены из стекла. Наверху ставим по 4 строительных блока с каждой стороны. Идем к калитке и ломаем 2 блока над нами. Простраиваемся 3 временными блоками. Ломаем блоки перед нами и ставим люк. Теперь формируем комнату 16 на 16 высотой в 2 блока. Люк должен быть почти в центре одной из сторон. Далее заменяем каждый угол комнаты землей, на нее ставим искаженный гриб и выкапываем вот такую яму. Повторяем это в каждом углу комнаты. Затем отсчитываем диагонально от каждого угла по 5 блоков и на 5-м блоке ставим факел душ. Повторяем это у каждого угла. Далее между факелами убираем блоки. Идем в центр квадрата 4 на 4. Любой из этих 4 блоков подойдет. Вы должны стоять на 120 высоте. Записываем X и Z координаты и убираем оставшиеся блоки. На противоположной от люка стороне комнаты ломаем 3 блока. Ставим черепашье яйцо и ставим 2 стекла. Разворачиваемся, идем к люку и прямо над ним, сломав блок, ставим раздатчик и загружаем в него столько вырезанных тыкв, сколько вы хотите, чтобы было пиглинов на ферме трейдов. Я хочу, чтобы у меня было 128 пиглинов, значит я положу 2 стака тыкв. Для большинства игроков на серверах и в одиночной игре этого должно хватить. Далее ставим временный блок, на него наблюдатель. Затем падаем вниз и убираем все временные блоки. Далее ставим рычаг, полублок и наблюдатель. Теперь нужно построить портал рядом с фермой и записать его координаты. Прокалываемся до бедрока, нажимаем F3 и ищем блок на 127 высоте. Не забудьте заставлять за собой блоками, чтобы не спавнились мобы. Ставим лестницы, забираемся, одновременно зажимаем вперед и пробел и с помощью Ender Pearl пробираемся наверх. Теперь мы берем первые координаты, которые мы записали, координаты центра спаун-платформы. Простраиваемся подмостками до 247 высоты и делаем там АФК-платформу. Тут мы должны проАФКшить примерно 15 минут на каждый стак тыкв. Мы загрузили 2 стака тыкв, поэтому мы должны прождать примерно полчаса. Как только время прошло, мы берем вторые координаты и простраиваемся до них. На этих координатах мы строим портал. Зажигаем его и проходим в верхний мир. Далее возвращаемся в ад, и мы должны оказаться на ферме.
Уберите наблюдатель и посмотрите в раздатчик. Проверьте, все ли тыквы были надеты пиглинами. Далее поставьте стекло вместо наблюдателя и закройте люк, чтобы никто к вам не подобрался. Нажмите на рычаг и дождитесь, пока пиглины проберутся в подмостки. Если нужно, их можно протолкать. Поставьте 2 люка, как на видео. Встаньте на нижний люк и сломайте эти 2 блока. Вместо них поставьте 2 железных ограды и не забудьте расставить освещение. Заполните раздатчик и воронку шалкерами и заполните инвентарь золотыми слитками. Запрыгните на нижний люк и начните выкидывать золото из инвентаря, зажав Ctrl и Q, передвигая курсор, чтобы быстро выкинуть все золото. Теперь активируйте люк под собой и встаньте настолько близко к пиглинам, насколько это возможно. Теперь нажмите на шалкер и наведитесь на центральный слот в самом верху и начинайте спамить левую кнопку мыши с зажатым шифтом. Когда места уже не осталось, просто выйдите из шалкера и начните процесс снова. На месте старого шалкера должен появиться новый. Давайте же протестируем ферму. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу фермы, то заходите в описание. Там есть ответы на часто задаваемые вопросы. Если вашего вопроса там нет, то вы можете зайти на сервер в Дискорде. Знающие люди вам помогут. Как мы видим, ферма приносит огромное количество дропа. Вместо системы разгрузчика шалкеров можно использовать просто двойные сундуки, однако их понадобится много, в среднем это 9 двойных сундуков. Надеюсь, ферма вам поможет. Схематика и ссылка на скачивание мира есть на Бусти, так что подписывайтесь, вы не пожалеете. Всем пока!